Привет! С вами Катя и Артем. На этот раз мы расскажем о нашем путешествии в Стамбул в ноябре прошлого года. Мы прилетели в аэропорт Сабихи Герчин уже поздним вечером. Поселились мы рядом с Галатской башней. Этот район удобный с точки зрения логистики. Тут есть остановки метро и трамвая, легко поймать такси. Отсюда можно пешком дойти до всех основных достопримечательностей. До исторического центра всего лишь 20 минут. А в 2 минутах ходьбы от Галатской башни находится знаменитая торговая улица Истикляль. Истикляль – это пешеходная улица с магазинами и кафе. По ней ходит красный туристический трамвайчик. Вдоль улицы расположились десятки магазинов и кафешек. Тут можно попробовать мясо, кумпир – это картошка с различными наполнениями, например, нарезанными овощами, мясом и соусами. Можно купить жареную на гриле кукурузу, каштаны или мидии. Кроме сытных блюд, очень много десертов. Здесь сладкое – это не только еда, но и наслаждение для глаз. Мы подошли к витрине, где пахлаву поливали сиропом. Это выглядит невероятно аппетитно. Мы прошли улицу до площади Таксим. Это где-то 1,5 километра. Стойко выдержав прогулку мимо тортиков, мы все-таки решили, что хотим попробовать что-нибудь новое. Почти в самом конце улицы мы нашли кафе, в котором выбрали айву и тыкву в сахарном сиропе. Мы взяли десерты с собой и отправились назад домой пить чай. Мы иногда печем айву дома, как яблоки с сахаром и маслом. Нам было интересно попробовать, как ее готовят здесь. После прогулки под моросящим дождиком мы сделали чай и кофе и сели греться и пробовать. Айва обычно белая, а не розовая. Мы думали, может, ее подкрасили сиропом из роз. Я вот как раз таки думал, что это роза, но непонятно, что это в серединке. Возможно, просто нашинкованная айва. Прям очень вкусная. Не сильно сладкая? Не сильно сладкая. Что слаще, айва или тыква? Айва слаще будет. Отличается от той, что ты сам готовишь? Да, намного мягче. Видимо, я недостаточно готовлю, плюс намного слаще. Потому что когда я готовлю, я не кладу столько сахара. Было интересно попробовать тыкву как десерт. Мне прям понравилось. Тут ничего такого нету. Тыква и сахар. Просто прикольно. Классное сочетание. Она тушеная? Да, она запеченная, скорее всего. Вымоченная в сахаре и запеченная. На следующий день мы решили продолжить пробовать местные вкусности и приготовили суджук на завтрак. Это пряная колбаса, которую можно купить в любом местном супермаркете. Ее можно просто пожарить, а можно еще добавить яйца. Получилось вкусно, она жирненькая и острая. В городе везде продают гранатовый сок. Я купила попробовать местный гранат. Он оказался сладким и немного с кислинкой, очень освежающий. Во внутреннем дворике жило несколько котов, которые сменяли друг друга в течение дня. Я слышала, что в Стамбуле много котов, и была приятно удивлена, что, во-первых, их действительно много, а во-вторых, они ухоженные.
Меня порадовало, что люди заботятся о котиках. На улицах мисочки с едой и водой, кроватки и домики для котиков. Котики тут подходят к людям погладиться, забираются на коленки к тем, кто сидит на лавочках. Иногда, правда, могут и поцарапать. Я собрала отдельное видео с котами Стамбула в этой закрепленной ссылке. Также в городе много сувениров с изображением кошек. На рынке продают подушки с принтами котов или в форме котов, сумки с котами, фарфоровые фигурки, картины, тарелочки. После завтрака мы пошли гулять по городу. В Стамбуле есть несколько улиц с разноцветными зонтиками, где получаются красивые фотографии. Одна из них – улица Хаджа Тахсин в районе Караколь. Зонтики выглядят здесь очень красочно и оживляют улицу. Пока мы были в Стамбуле, мы почти не использовали общественный транспорт, немного гуляли. Когда мы планировали поездку в ноябре, я переживала, что будет холодно и дождливо. На самом же деле было довольно тепло, около 10-13 градусов. Иногда шел дождь, но нас выручали дождевики, и он не мешал нам гулять. Погода в целом была комфортной, а в день нашего отлета потеплело до 18 градусов и выглянуло солнце. Мне кажется, ноябрь – это хорошее время, чтобы посетить город. Нам было интересно посмотреть другую часть города. Чтобы добраться до исторического центра, нужно перейти Галатский мост, перекинутый через бухту Золотой Рог. За 5 дней мы прошли по этому мосту туда и обратно с десяток раз. С моста открывается красивый вид на город, особенно в солнечное утро. Мост выглядит очень интересно. На первом уровне у воды расположены рестораны, где можно попробовать рыбу. А на втором ярусе моста местные жители рыбачат. Так как котиков тут любят, их подкармливают свежим уловом. Сразу за мостом располагается египетский рынок. Мы посетили его дважды – в выходной день и в будний. В выходной день здесь гораздо больше людей, но зато лучше ощущается атмосфера восточного базара. Этот рынок работает уже несколько столетий. Здесь очень много сладостей из орехов, семечек, нуги, меда. Есть конвертики из пастилы. Можно выбрать ассорти из разных видов лукума. Это рай для сладкоежек. Мы купили коробочку с ореховыми рулетиками. На рынке также большой выбор чая и специй. Благодаря этому в здании очень много ароматов. Из несъедобного здесь продают керамику ручной работы. Мне кажется, это как раз, чтобы красиво выложить в ней купленные сладости к чаю. Кроме египетского рынка, есть еще Гранд-базар. Он сильно больше. Мне кажется, тут можно потеряться. Здесь очень много павильонов. Тут продают украшения из серебра и золота, шарфы, картины, ковры, посуду и даже нарды.
Все очень красивое. Жаль, что всего не купить и не увезти с собой. Места в багаже точно не хватит. В той же части города стоит площадь Султан Ахмед, где расположена мечеть Айя София. Здесь очень красиво. На площади стоит обелиск Феодосия. Он был привезен в Стамбул из Египта. Говорят, ему уже более 3500 лет. Рядом бронзовая змеиная колонна, привезенная из Греции. На ее верхушке должны были быть змеиные головы, но со временем они отвалились. Пока гуляешь по городу, всегда можно найти чем перекусить. Это бублики с кунжутом. В Турции есть интересный напиток – боза. Это ферментированный напиток из пшеницы. Чтобы его попробовать, мы пошли в знаменитое заведение Вефа Бозациси, где его готовят с 1876 года. Артем бывал там несколько раз, и там всегда много гостей. Несмотря на это, очередь движется быстро. Где-то через 5 минут вы уже будете пробовать сладкий кисловатый напиток. Он немного напоминает питьевой йогурт или квас. Иногда его посыпают жареным нутом. Внешний напиток мне напомнил сгущенное молоко. В Стамбуле мы увиделись с семьей Артема. Они прибыли в город на круизе на пару дней. Мы встретили их прямо у причала и пошли гулять по городу. В один из дней мы решили посетить музей современного искусства. Он находится в районе Галата-Порт. Это район с торговыми центрами, кафе и набережной у Босфора. От Галатской башни можно дойти примерно минут за 10. Музей небольшой, его можно обойти часа за полтора. В музее представлены разные экспозиции. Какие-то нам показались слишком мрачными и темными, но на их фоне контрастировали объекты из стекла, которые играли светом и отражением. Выставка оставила много впечатлений. На самом верхнем этаже сделана терраса, с которой открывается чудесный вид на город и Босфор. Кажется, крыша музея тоже арт-объект. Почти по всей ее площади разлита вода, которая привлекает чаек со всех окрестностей. После музея мы пошли гулять по набережной вдоль Босфора. Обычно к этой набережной швартуются круизные лайнеры. Сегодня их не было, поэтому мы наблюдали, как паромы гоняют по Босфору. Потом мы пошли пить чай со сладостями в кафе «Хафиз Мустафа», сеть которых работает с 1864 года. Эти кафе можно найти по всему городу. Одно из них есть в Галата-Порте. Судя по отзывам, это одна из лучших кофеин города, и мы можем подтвердить это.
Мы взяли попробовать кюнифе. Это десерт из тонкого теста в сахарном сиропе. Внутри него сыр. Десерт подается горячим. Кюнифе сверху обычно посыпают фисташками. Здесь к нему принесли целую баночку. Еще к кюнифе подают маражское мороженое. Оно более тягучее и медленнее тает. Посмотрите, как классно тянется сыр. Нам понравилась атмосфера в этом кафе, поэтому мы несколько раз еще возвращались. Другие разы мы пробовали нежнейшую пахлаву и молочный пирог, в котором используют несколько видов молока. Здесь также можно позавтракать. В этом кафе продаются разные упакованные сладости, которые можно взять с собой или привезти в подарок. Мы выбрали коробочки с лукумом. В центре Стамбула под землей есть старинное водохранилище. Оно называется цистерна Базилика. Водохранилище было построено еще римлянами почти 1500 лет назад. На полу налит слой воды, в нем отражаются колонны. Прогулка по водохранилищу занимает около часа. Чтобы не стоять в очереди, лучше купить билеты онлайн, тогда пройти удается достаточно быстро. В базилике больше 300 колонн. Основание 2 колонн сделано в виде перевернутых голов медузы. Недалеко от Галатского моста стоит станция Восточного экспресса. Станция является частью действующего вокзала. Сейчас там кафе, а раньше туда прибывал Восточный экспресс. Поезд курсировал с 19 века до 2009 года. Восточный экспресс ходил между Парижем и Стамбулом. Об этом поезде писала Агата Кристи в своем романе «Убийство в Восточном экспрессе». Ночной Стамбул оживленный, хорошо подсвечен. Мне кажется, очень красиво и романтично прогуляться вечером по городу. В последний день нашего путешествия было очень солнечно, и мы решили посмотреть район Балат с яркими домиками. Пешком туда идти около часа, поэтому мы решили проехать часть пути на трамвае. Купили билеты в автомате и проехали пару остановок. Мне очень понравилась широкая набережная. Район яркий, атмосферные граффити. Здесь много кафе. Мы провели в Стамбуле 5 дней. Конечно, 5 дней недостаточно, чтобы обойти весь город и все достопримечательности. Но за 5 дней точно можно почувствовать ритм города и атмосферу, и посмотреть много исторических и культурных мест. Я думаю, в Стамбул точно стоит вернуться. Это был хороший отпуск.
Спасибо, что посмотрели наше видео. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь. Нам будет приятно. Не забудьте посмотреть видео о котах Стамбула. Всем хорошего дня!